Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Сегодня я хотела предложить вашему вниманию новое пополнение в моем саду. Покажу, какие неприхотливые многолетники я приобрела в качестве небольших саженцев. И те, которые мне нужны на клумбе для того, чтобы в будущем стать украшением букетов. Это как раз те растения, которые используются при формировании букетов и служат фоном для больших и красивых цветов, таких как, например, розы или георгины или какие-нибудь большие ромашки. Именно такие цветы дополняют букет и наполняют его, я бы так сказала. Ну, начнем, пожалуй, из двух таких красивейших в будущем растений, как эхиноцеи. Я заказала гибридные эхиноцеи. Я думаю, вы знаете, что сейчас появились новые виды эхиноцей, невысокие такие, как обычно мы привыкли видеть, а именно гибридные. Они высотой примерно 40-60 сантиметров, и цветы у них, как правило, махровые. Вот два таких сорта гибридных эхиноцей я приобрела. Значит, вот это вот Orange Passion. Она будет оранжевого цвета. Видите, у нее даже уже есть небольшие цветочки. Сейчас вот так покажу в камеру. И еще один вид. Тут, к сожалению, цветения пока нет. Это Bubble Gum. Это будет розовая такая эхиноцея. Фотографии я приведу дальше в видео. Ну, кусты, хочу я вам сказать, что немного болеющие. В основном, я так понимаю, это грибковые заболевания. Очевидно, что растения были перелиты. И вот видите, здесь чернота такая, которая показывает, что работает гриб. И надо обрабатывать обязательно фунгицидом. Ну, скажу, что я уже это сделала, потому что если сделать это не вовремя, то микрогриб может съесть практически все растение. Вот таких две эхиноцеи. Давайте посмотрим, какие у них корневые системы. Мне самой интересно. Ну, растение довольно молодое. Видите, еще корневой ком полностью не сформирован. Полностью почва не оплетена. Это эхиноцея Bubble Gum. Теперь вот еще одну посмотрим. Эхиноцея Orange Passions. Ну, это более давнее растение, более взрослое. Тут даже есть уже вот такие вот крупные части корня. Это растение, которому немножко больше по времени, у которого возраст побольше. Так, теперь еще есть. Эти я пока отставлю. Теперь покажу еще одно необычное растение, которое тоже может служить фоном для красивых букетных композиций. Это тысячелистник птармика. Тысячелистник птармика. Paris White. Ну, в Украине называют еще деревий. Может, кто не понимает, что такое тысячелистник, то есть это деревий. Корень у него
уже такой достаточно развитый. Видите, корневая система такая хорошая. У него небольшие такие мелкие цветочки белые. Вот именно они и могут быть фоновой основой для цветочных композиций. Тоже хочу сказать, что растение несколько больное. Вот тут есть усохшие листики. Тоже его посетил микрогрипп. Очевидно, это была мучнистая роса. Но тоже уже он обработан и пойдет сейчас на высадку. Теперь, что хочу сказать по поводу тысячелистников или деревьев, да? Это растения, которые имеют ползучие корни, поэтому, когда вы высаживаете их у себя в клумбах, вы должны ограничивать их распространение. Очевидно, что надо делать какие-то бордюры защитные из пленки или из другого какого-то достаточно жесткого материала, чтобы растение неконтролируемо не разрасталось у вас в цветнике. Еще два красивейших экземпляра, ну, в будущем красивейших, тоже для того, чтобы клумба была интересной. Это гаора. Два экземпляра я купила. Видите, какие у нее, смотрите, какие у нее прямо такие длинные плети. Гаора пришла к нам из Северной Америки. Это тоже многолетник. В данном случае это гаора Sparkly White. То есть это будет многолетничек с небольшими белыми цветами. Высота у таких цветочных кустов где-то 50-60 сантиметров. Это достаточно высокое растение. Вот, посмотрите, тоже видите, листья усохшие из-за воздействия грибка. Тоже она уже обработана. Это вот такие растения приходят из наших питомников. Больные, необработанные. Разводят там мучнистую росу и другие грибковые инфекции, а потом распространяют их среди конечных покупателей. Ну да ладно, продолжим. Значит, гаора — это мелкоцветковый такой многолетничек, который может быть фоном для других растений. Ее можно высаживать где-то на втором плане и потом использовать в качестве цветов для срезки или для наполнения композиций в контейнерах и в кадочках. На зиму, конечно, если вы живете в зонах зимостойкости ниже, чем 5, то нужно укрывать корневую систему, иначе она просто обмерзнет. В 5-й зоне она еще держится, такой, как у меня, а если подальше, конечно, обмерзнет. Так, теперь еще у меня есть очень интересный такой многолетничек, называется Физостегия виргинская. Ну, здесь видно, что растение здоровое, никаких следов болезни на нем нет. Это сорт Физостегия виргинская альба. Будет цвести она белым цветом, достаточно высокий многолетник, имеет колосовидное соцветие и очень красиво смотрится в букетах. Абсолютно неприхотлив, может расти и в полутени, но для хорошего цветения, конечно, нужно ее определять в более солнечные места. Давайте посмотрим здесь, какая корневая система. Ну, посмотрите. Довольно уже взрослое растение, которому тесно в этом горшке. Тут уже прямо сформирована оплеточка. При посадке буду обязательно немножко разрушать этот корневой ком, чтобы растение быстрее прижилось. Разрушать это вот так вот надо его немножечко пошевелить, чтобы корешок понял, что надо распространяться в другие пространства. Так, физостегию
Виргинскую Альба я вам представила. Ну, как вы понимаете, она из Вирджинии, поэтому она и виргинская. А Вирджиния у нас в Америке, один из штатов. Так, теперь хочу показать очень модное растение, которое сейчас часто используют дизайнеры в саду. Это герань розанна. Цветет она синим красивым цветом, формирует большой красивый куст. Может на солнышке находиться, но обычно ее стараются высаживать в полутени, чтобы она не выгорала. Герань розанна неприхотлива. Посмотрим, какой корневой ком. Ну, слабенький, слабенький, только недавно пересаженные растения, поэтому долго будет наращивать зеленую массу. Так, еще у меня есть несколько вероник. Вероники это тоже многолетние растения, но растения абсолютно неприхотливые, они любят солнце, цветут такими красивыми длинными соцветиями в виде колосков. У меня на сегодня тут, сейчас я скажу сколько, так, чтобы я не потерялась, 2 Вероники, 2. Ну, я уже много высадила, а в эту посылку я получила только 2 Вероники. Значит, это Вероника Шарлотт. Это будет белая, красивая, высокая Вероника, где-то сантиметров 40. А это Вероника Криста. У Вероники Криста само окончание соцветия немножечко как бы расслаивается, более широкое, не выходит на колосок, а выходит на такую расширенную трапецию. Ну, давайте посмотрим, какой корень. Ну, хороший корень. У этой хороший, а у этой, это, к сожалению, видите, больная. Очевидно, что черенок тут немножечко слабенький. Ну, корешок неплохой. Будем надеяться, что при посадке ей будет лучше. Так, Вероники мы отставим. Кстати, Вероники формируют очень быстро такие красивые высокие куртины. И могут служить как и на переднем плане в цветнике вам, так и где-нибудь целыми массивами на задних планах. Ну а теперь к просмотру 2 шалфея. Один Майнахт, а второй Шнеефюгель. Майнахт это высокий голубой шалфей, шалфей дубравный, тоже имеет колосовидное соцветие. Сейчас посмотрим, как выглядит корневой ком, что-то слабоватенький. Да, видите, вот такой вот, недавно пересажен. Кстати, хочу сказать, что шалфеи это солнцелюбивое и засухоустойчивое растение. Они быстро наращивают свою корневую систему, поэтому их вполне можно черенковать даже вот в такое время, как сейчас, начало августа. Ну, у этого лучше корневая система, ну и по виду у растения как бы уже даже просыпается вот здесь еще один стебелечек. Видно, что эти шалфеи заболевшие. Хочу сказать, что если вы собираетесь выращивать шалфей, их не стоит
сильно поливать. Они не любят изобильный полив, обильный полив, поэтому следите, конечно, за поливом. Старайтесь высадить их на сухом месте и в такую легкую песчаную почву. И тогда успех обеспечен. Ну и, наконец, еще один экземплярчик. Это тоже Вероника. Вероника Baby Blue. Такая голубая небольшая Вероника. Видите, она тут даже уже и зацветает. Маленький есть цветочек. Я люблю Вероники. У меня много их. В отдельном видео я представлю свои экземпляры. И хочу сказать, что Вероники прекрасно смотрятся с розовыми кустами. Это Вероника, вот, видите, слабенькая еще у нее корневая, совсем слабенькая. Ну вот, даже есть представители переселяющихся червей. Ну, вот таким вот вышел мой обзор. Отдельно я представлю фотографии этих цветов, этих многолетников, чтобы вы полюбовались. И что хочу сказать. В настоящее время очень популярны такие вот природные сады, представителями которых как раз и могут быть эти растения. Вероники, шалфеи, гауры, вот такие тысячелистники, эхиноцеи. Это все многолетники, за которыми не требуется какой-то тщательный уход. Они вполне себе растут самостоятельно, очень непритязательные растения. И при этом могут прекрасно украсить ваш сад. Ну что ж, у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за лайки и комментарии. Надеюсь, скоро увидимся. Пока-пока. Пошла высаживать, потому что пора работать.